Мы находимся в небольшой португальской деревне с не совсем благозвучным на слух названием на юго-западе Пиренейского полуострова. Сверху нас окружают горы с расставленными по склонам пропеллерными ветровыми турбинами, а внизу в долине мы попадаем в мир апельсиновых рощ и цветущих садов, заботливо высаженных руками местных фермеров. В полдень наступает сиеста. Она застает врасплох и начинает клонить ко сну каждого, кто успел занять нужное для этого положение. Солнце уже достигло зенита, и его прямые лучи все отчетливее отделяют старые полуразрушенные постройки от вновь возведенных домов, аккуратно уместившихся на узких улочках старинного поселения. Вековые традиции и размеренный уклад сельской жизни – это именно та патриархальная Португалия, собирающая по 2 урожая в год и славящаяся своим крепким хозяйственным укладом. Как вы уже поняли, в этом путешествии прелюдией к рыбалке станут не панорамные виды роскошных приморских отелей, а обычный провинциальный колорит, сотканный из дикого разнотравья и ухоженных палисадников, которые старательно обхаживают шмели и бабочки на правах гостеприимных хозяев. В мир апельсиновых рощ и лимонных деревьев нас пригласил рыболовный гид Филипп Жорж, построивший гостевой дом на окраине поселка. В Португалии, как, впрочем, и в соседней Испании, принято встречать туристов, деля группы по языковому признаку. Мы оказались в составе франкоговорящего коллектива. Из аэропорта нас забрал небольшой грузовичок. После ночного переезда – отдых. Первый выход на воду состоится только во второй половине дня. Из приятных бонусов – завтрак с кофе и апельсинами, быстрый Wi-Fi, тишина и чистый воздух. Вот в такой компании мы и любуемся местными красотами и ждем, когда стрелки на часах завершат второй после полудня круг, отправив нас готовиться к предстоящей рыбалке. То, о чем мы так долго мечтали, свершилось. Повернув возле указателя налево, мы начали движение в сторону реки Тежу, прямиком к ее судакам, как и мы, отдохнувшим после изнурительного полуденного зноя. Дорога, петляя по гористой местности, ведет нас к небольшому городку, на окраине которого есть удобный слив для спуска маломерных судов. Наша конечная остановка после получасового автопробега. Про нашу поездку мы вам рассказали. Теперь пришло время представить главного героя. Жюльен Бридар. Рыболов из Франции. Он впервые на португальской земле, и все для него здесь в диковинку. Филипп Жорж пригласил Жюльена приехать к нему в мае, так как жара сейчас не так изнурительна, и вероятность поимки крупного судака значительно выше, чем в летний период. Вот так я собираюсь вести учет пойманной рыбы. Рыболовный счетчик. С его помощью мы подсчитаем, сколько рыбы будет поймано в течение дня. Финальный результат мы узнаем в самом конце. Самая крупная река Пиренейского полуострова берет свое начало в Испании. Там она порожиста и узка, так как спускается к нам с высоты 1500 метров над уровнем моря. Перейдя границу с Португалией, Тежу превращается в спокойного полноводного гиганта, разливаясь на расстоянии в 275 километров, вплоть до впадения в Атлантический океан, где в ее устье находится город Лиссабон.
Получив несколько полезных рекомендаций от португальского друга, Жюльен выводит свое судно на оперативный простор. Сначала на малом ходу, приноравливаясь к управлению лодкой с помощью электромотора, а затем, немного отойдя от берега, дает полный газ и устремляется за поворот реки, разогревая двигатель и свое неуемное желание поймать первую рыбу. Мы как будто на Амазонке. Оказавшись в небольшой заводе и осмотревшись вокруг, Жюльен решает наловить здесь живца, прежде чем выйти на основное русло. Чтобы уклейка подошла, ее надо прикормить. Все утро мы провели в дороге. Пока судак был активен на утренней зорьке. Что нам остается теперь? Наловить немного живца. Возможно, судак не будет клевать на традиционные приманки. Произойти на рыбалке может всякое. Я поймаю с десяток уклеек, и после этого мы поедем искать клыкастого хищника. Это слишком маленькая. Она не подходит по размеру для нашей насадки. Ловись, ловись, большая уклейка. Посмотрите, какой монстр. Давай, давай, подходи к моей наживке. По своему опыту я знаю, что в такую сильную жару рыбалка нас ждет трудовая. Было бы неплохо вооружиться различными техниками ловли, чтобы в итоге поймать судака. Нам стала попадаться рыбка покрупнее. План по заготовке живца был успешно перевыполнен. И как бы нам не хотелось остаться в тихой заводе под условным названием «Амазонка», но все же придется заводить мотор и идти на первую точку основного русла реки Тежу.
Что ж, пришло время узнать, как судак отнесется к приготовленному для него живцу. Сейчас я покажу вам, как буду его насаживать. Очень крупный живец нам не нужен. Резиновый стопор зафиксирует рыбку на месте. Тройник втыкаем сюда. Теперь полный порядок. Мы остановились на яме. Вокруг нас 15-метровая глубина. Благодаря эхолоту я отчетливо вижу все препятствия на дне. Попробуем поймать судака на этом участке водоема. Из-за поднявшегося ветра рыбалка сегодня обещает быть сложной. Я попробую ловить на живца на оснастке дроп-вив, а после на искусственные приманки, как в заброс, так и в отвес. Рыба? Да нет, мне показалось. Температура воды 16 градусов. Рыба находится на дне. Хорошая рыба. Надо вести плавно. Игра не должна быть агрессивной. Рыба. Мы поставили живца и, немного поиграв им, разодорили судака на атаку. Небольшого судачка. Прекрасный маленький судачок. Маленький судачок. Вот и все. Мы нашли ровный участок с глубиной 8 метров. Я поставил разноцветную приманку. Очень большую приманку. Грузголовка весит 20 граммов. Я буду ловить многофункциональной мультипликаторной катушкой. Наша цель — добиться поклевки на эту приманку, плавно опуская ее, а затем резко подбрасывая вверх, давая ей медленно заглубиться и снова быстро поднимая наверх. С помощью такой проводки я надеюсь поймать несколько хороших судаков. Рыба, как я и хотел. Хотя перед этим точно был сход. Хороший судак. Очень хороший судак. Это точно отличная рыба. Хорошая рыба. Прекрасный португальский судак.
Великолепно. Посмотрите на его окрас. Какой красавец мне попался. Хорошо просекся. Волшебная приманка для ловли в Португалии. То ли еще будет. Ближе к вечеру Жюльен решает за счет коротких переходов и непродолжительных остановок найти активную рыбу, медленно возвращаясь обратно и заглушая мотор всякий раз, когда перед ним открывается перспективный для облова участок. Мне кажется, в этом уголке должна стоять рыба. Вместо искусственной приманки я снова буду ловить на оснастку дропвив. Судак слишком привередлив. К тому же на этой точке течение практически остановилось. Трава сразу же опустилась на дно по причине слабого течения. Выберем плотвичку покрупнее. Что я делаю с живцом? Протыкаю его в этом месте. Фиксирую стопором в области верхней губы. Тройник протыкаю в районе брюшного плавника. Теперь отправляем этот монтаж за судаком. Начинаем рыбалку. Кажется, я встал в зоне, где сконцентрировался хищник. В такой ситуации ловля на живца, пожалуй, единственный способ спровоцировать пассивную рыбу на атаку. Течение остановилось. И это хорошо именно для такой ловли. Сегодня у нас очень трудовая рыбалка. Условия для поимки судака сложные, в том числе из-за жары. Сейчас в тени 35 градусов, как минимум. Я отчетливо вижу несколько крупных судаков у самого дна. Много маленьких, но есть и большие. Будем спокойно облавливать весь сектор, и активная рыба обязательно клюнет. Повторюсь, рыбалка сегодня действительно трудовая. Я делаю все, что могу. Эти полосы оставляют судаки. Среди них есть очень хороший экземпляр. Я подсек рыбу. Маленькая рыба. Маленький судак. Рыба стояла у самого дна и немного поднялась, атакуя наживку. Забросим еще одного живца, а затем соберем и другую снасть. Попробуем ловить в отвес, оставшись на этом же месте, где мы нашли большое скопление хищника. Посмотрим, какой способ ловли окажется более эффективным. Я ловлю на два разных метода и пока не знаю, что сработает лучше.
На крючке одного спиннинга искусственная приманка, на другой снасти – живец. Приманку я анимирую очень плавно, чтобы она естественно парила в воде. Насадка с живцом остается без какой-либо игры. Только сама рыбка создает небольшие колебания в воде. Активная, пусть и медленная игра против пассивной снасти. Перевес по количеству поклевок пока небольшой, но все же он в пользу насадки животного происхождения, которую также нужно периодически проверять. Сход! Это был судак. Как вы можете видеть, нам попался еще один небольшой судачок. Ему понравилась моя игра. Малыш был пойман в отвес. Как только течение совсем успокоилось, пошли и поклевки. Поймать такую рыбу было очень непросто. Таких малышей нужно быстро возвращать домой. Заключительный отрезок прогулки по реке Тежу пройдет на мелководных поливах, расположенных сразу же за опорами моста, под которыми нам нужно пройти. Через 30-40 минут солнце скроется за горизонтом, так что времени на поимку крупной особи у нас в обрез. Без каких-либо экспериментов Жюльен сразу же переходит на джиговую ловлю, забрасывая приманку под самый берег и ритмично ведя ее на более глубоководный участок. Мы встали на точке, окруженные со всех сторон мелководьем. Мы прошли под мостом на малом ходу, чтобы не спугнуть рыбу, которая, как я думаю, стоит у самого берега. Там, где есть коряги или какие-то другие затопленные препятствия. Мы зашли на территорию мирной рыбы и щуки-травянки, любящие охотиться в прибрежных зарослях. Вероятнее всего, на одном из забросов будет подбагрен первый представитель местной ихтиофауны или клюнет зубастая королева здешних вод. Хотя сосредоточенный вид нашего эксперта намекает нам о том, что он до последнего будет верить в поимку именно клыкастого крупного хищника. Рыба. Он здесь. Какой хороший нам попался. Да, мы поймали отличную рыбу. Великолепный судак. Отменный судачок. Освободим его. Великолепный судак, как вы можете видеть. Он взял под склонившимися кронами деревьев, где повсюду плещется карп. Сразу видно, что он хорошо здесь питается. Прекрасная рыба. На этой красивой ноте мы заканчиваем наш рассказ о большой прогулке по реке Тежу
франкоговорящего эксперта телеканала «Охотник и рыболов». На прощание мы любуемся величественными утесами, густо облепленными деревьями, словно зеленым ковром, спускающимся прямо к воде. Это был хороший выезд, и он запомнится надолго. Мировая рыбалка.